Гарем – это арабский термин, используется для описания жилых помещений султана или другого исламского правителя. Традиционно он охватывает женщин и наложниц, проживающих во дворце, а также их детей. Во многих отношениях гарем служил домом для этих женщин, к которым часто относились с большим уважением и почтением. На протяжении всей истории гаремы изображались в литературе и искусстве как таинственное место, полное интриг и опасностей. Однако, как на самом деле выглядели эти гаремы? В этом видео мы рассмотрим историю гарема, его структуру и обычаи. Истоки гарема можно проследить в ранних исламских культурах до создания Османской империи в 1299 году нашей эры. В то время гарем служил в основном защитным пространством для королевских женщин, которые практически не общались с мужчинами за пределами своего семейного круга. По мере распространения ислама по Малой Азии в средние века распространились и идеи об уединении женщин, что привело к появлению более сложных гаремов, расположенных в стенах дворцов или специальных комплексов, называемых сиралями. В то время как некоторые правители держали своих жен в отдельных помещениях от других родственников и слуг, многие другие размещали их все вместе в больших общих жилых помещениях, называемых кадинами, женскими квартирами. Эволюция гарема. В разные периоды истории существовали различные варианты того, насколько большим и сложным мог быть гарем султана. Например, во время османского правления в 15-19 веках двор султана мог состоять, включая его жен, валиде-султан, наложниц, евнухов, слуг, музыкантов, танцовщиц. Среди других членов были врачи, цирюльники, повара, прачки и так далее, составляя огромный штат, который делился на отдельные классы в соответствии с рангом и придворной иерархией. Размер гарема каждого отдельного человека варьировался в зависимости от того, каким богатством он обладал, но в целом это были довольно пышные гаремы с множеством удобств, такие как сады, фонтаны и бассейны для проведения досуга. Повседневная жизнь в гареме. Повседневная жизнь в этих стенах была строго регламентирована правилами, установленными каждым конкретным правителем. Женщинам редко разрешалось выходить на улицу, только в сопровождении мужчин, охранников или евнухов, чтобы создавало атмосферу одновременно угнетающую и интригующую из-за своей скрытной природы. В этой среде возникали различные обычаи, такие как ограниченные диеты, ритуалы купания, соревнования между женщинами по красоте, уму или музыкальному таланту. Эти обычаи часто отражали преобладающие взгляды на гендерные роли в тот период. Подчеркивалась роль женщин как пассивный сосуд, который должен оставаться послушным, заниматься деятельностью, предназначенной исключительно для удовольствия или для рождения наследников. Гаремы издавна изображались в литературе и искусстве как таинственные места, полных интриг, но как они выглядели на самом деле. В данном видео были рассмотрены некоторые аспекты, связанные с их исторической эволюцией, структурой и обычаями, которые рисуют картину, раскрывающую обе стороны, где женщины имели власть друг над другом через соперничество, но также и где они были угнетены строгими правилами, навязанными им мужчинами-правителями. Несмотря на окутанность тайной, очевидно, что хотя в стенах этого дома царила роскошь, жизнь в нем была далеко от идеала для большинства женщин, которые не имели реальной самостоятельности за пределами этих четырех стен. Друзья, вы знаете, что сейчас очень тяжелое время для всех. Но сложнее всегда было детям, не простым детям, а особенным, тем, которые остались одни со своей бедой. У них не у всех есть родители, которые могли бы помочь. Но чужих детей не бывает. Мы просим всех вас помочь таким деткам и подарить им надежду на жизнь. Каждое даяние благо, будь то 20 или 30 рублей. Для вас это незначительная сумма, а для детей – надежда.
В этом благотворительном деле нам помогает благотворительный фонд «Международный орден милосердия», который опекает особенных детей. Всю информацию и ссылки на донат вы найдете в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Там вы сможете увидеть отчеты, куда уходят все средства. Спасибо вам за ваше добро.